20, 30, 40 лет ты продолжаешь жить вот в этом болоте, в постоянной усталости. Твоя ДНК — это твоя инструкция к телу. ДНК — это книга всех инструкций. Не надо лечить какой-то поломанный ген. Привет! Если ты когда-нибудь задавалась вопросом, почему одни едят все и не толстеют, почему, например, кого-то бодрит кофе, а тебя он клонит в сон, почему ты чувствуешь постоянную тревожность, почему в твоих анализах вроде бы все хорошо, но тем не менее чувствуешь ты себя плохо, возможно, дело не в тебе, а в генетике. На этом видео я расскажу тебе, что такое твои гены и как они влияют на твое самочувствие. Почему генетика — это не приговор, а подсказка. Как с помощью простой информации о себе можно выбрать не только питание, образ жизни, активность и спорт, но также и витамины, которые подойдут идеально именно тебе. И главное, что нужно знать, прежде чем бежать сдавать дорогущий генетический тест. В конце этого видео я также тебе расскажу, как получить полный конспект этого видео, чтобы ты не забыла нюансы. И также списки анализов, про которые я буду говорить в процессе сегодняшнего видео. Большинство женщин сейчас живет в режиме «дала анализы», врач их посмотрел за 10 минут приема, там вроде бы все в норме. Но при этом самочувствие плохое, какие-то боли, тревожность, плохое настроение, частые перепады настроения, они все равно остаются. При этом вроде бы в анализах все хорошо, соответственно, ничего делать не нужно. То есть ты продолжаешь жить вот в этом болоте, постоянной усталости, тревожности, начинаешь заедать стресс, также добавляются какие-то вредные привычки по типу алкоголя, курения, кофеина. Знакомо? Проблема не в том, что ты делаешь что-то не так, а в том, что ты просто не понимаешь, как устроен твой организм. Твоя ДНК — это твоя инструкция к телу, а ты все время пытаешься подчинить свой организм, не беря в руки эту инструкцию. Представь, твое тело — это огромный завод, а гены — это инструкции, по которым работают абсолютно все механизмы на этом заводе. Ферменты, усвояемость белка, витамины, минералы. Именно гены содержат информацию, как ты метаболизируешь кофеин, как перевариваешь белок и какие витамины важны именно тебе. Если гены — это твои отдельные инструкции к каждому процессу и органу, то ДНК — это книга всех инструкций. А наши хромосомы — это коробки, в которых хранятся наши инструкции. Каждая клетка в твоем теле содержит подобную библиотеку с инструкциями и работает именно по ней. С какими терминами ты еще можешь столкнуться, изучая свою генетику? Аллель. Это вариант одного и того же гена. Например, цвет глаз у нас один, но он может быть голубой, карий, зеленый. Мутация — это изменение в генах, и иногда она действительно может быть опасна, а иногда ничего не меняет. Полиморфизм, по сути, это вариант нормы, это не болезнь, а твоя индивидуальная настройка организма. Например, есть ген метилтетрагидрофолат. У части людей он работает не идеально, и им тяжело перерабатывать фолиевую кислоту. Итогом подобного полиморфизма может быть хроническая усталость, хроническая анемия, которая не лечится никакими дозами железа. А если вы заливаете железо, и у вас вроде бы она исцелилась, она потом обратно снова к вам возвращается. Проблемы невынашиваемости, проблемы развития плода в утробе, спина бифида, зайчья волчья губа. Какое здесь решение? Не страх, не бояться, а просто подобрать себе, зная эту свою особенность, необходимую форму фолиевой кислоты. Итак, откуда же берутся все-таки эти наши гены? Неужели это абсолютно рандомный набор каких-то мутаций, полиморфизмов? Нет, на самом деле половину генов мы получаем от мамы, половину генов от папы. Поэтому ты можешь унаследовать нос от папы, тревожность от бабушки, а проблемы с печенью вообще от какого-то родственника по чьей-либо линии, которого ты никогда не знала. Некоторые гены сильные, они называются доминантные, и зачастую, даже если у одного родителя они есть, они будут проявлены. Некоторые гены являются рецессивными, тихими. Они проявятся только если вам передали их оба родителя. Например, и у мамы, и у папы было по спящему рецессивному гену непереносимости лактозы. Они оба передали их своему ребенку, и у ребенка уже проблемы, которые связаны именно с непереносимостью лактозы. Итог, какой вывод мы делаем? У нас зачастую не все наши гены включены.
Но важно понять, у тебя может быть ген, но он может быть не включен прямо сейчас. Гены, по сути, это как программы в нашем мобильном телефоне. Они у нас есть, но мы же не включаем их сразу все. Какие-то из них выключены, и их можно включить, но включают их определенные условия. Итак, что же включает и отключает наши гены? Во-первых, еда, сон, токсины, стресс и воспаление. Это целая наука. И называется она эпигенетика. Наука о том, как образ жизни и окружающие нас условия включают наши гены. И это значит для нас очень много. Во-первых, тебе не надо лечить какой-то поломанный ген. Ты можешь просто изменить образ жизни, питание, и ситуация изменится. Как это работает? Например, у тебя есть склонность к тромбозу, но ты много двигаешься, у тебя нормальный уровень гомоцистеина, ты пьешь много воды, правильно питаешься, и твой риск генетический не реализуется. По сути, это работает абсолютно с большинством генов. Ты не их заложница, ты их хозяйка. Еще одну важную тему мы разберем сегодня – метилирование. Это действительно тонкая научная тема, но для понимания происходящих процессов на базовом уровне каждый человек обязательно должен это знать. Представь, в каждой клеточке твоего тела есть маленький микромастер, ремонтник, который постоянно помогает, если где-то случилась протечка, что-то сломалось, постоянно ремонтирует твой организм. Он чинит ДНК, очищает организм от токсинов, участвует в выработке гормонов и нейромедиаторов, поддерживает сосуды, мозг и иммунитет. Этот мастер и есть метилирование. Когда оно работает нормально, ты бодрая, уравновешенная, кожа чистая, ты чувствуешь себя великолепно. Когда метилирование сбоит, начинается разброд по всем системам. Тревожность, усталость, гормональные сбои, сосудистые риски, депрессия. И вот тут на нашу сцену выходит гомоцистеин. Это маркер, который говорит нам очень многое. По сути, гомоцистеин – это аминокислота, и в норме она очень быстро утилизируется. Но если процесс метилирования нарушен, если наши ремонтники внутренние не работают, она накапливается, гомоцистеин накапливается и начинает травмировать наши сосуды. Поэтому я всегда говорю, необходимо каждому человеку знать свой уровень гомоцистеина, потому что повышенный риск инфарктов, инсультов, тромбозов – это все высокий гомоцистеин. Высоким в интегративной медицине считается показатель выше 7. Это, конечно же, далеко от лабораторной нормы. Даже если ваш показатель еще в лабораторной норме, он уже может быть угрожающим для вашего организма. И последние исследования говорят именно об этом. Итак, высокий гомоцистеин напрямую связан с инфарктами, инсультами, тромбозами. Отсутствие фокуса и энергии, и, конечно же, запуск процессов старения. Это как мигающая такая лампочка на приборной панели в машине. Пока она загорелась, вы можете что-то исправить, пока машина еще едет. Так и гомоцистеин. Он показывает вам, что организму требуется помощь. Вернемся к нашему процессу метилирования. Гомоцистеин как маркер работы метилирования очень нам важен, мы его обязательно ежегодно сдаем. Но что же может нарушать этот процесс метилирования? Первое, это, конечно же, генетика. Например, та же самая мутация, о которой мы сегодня говорили, MTHFR. Дефициты B12, B9, B6, магния и цинка, стресс и перегорание, питание без необходимых нутриентов с избытком сахара. Ну и, конечно же, хроническое скрытое воспаление. Удивительно, но иногда достаточно просто закрыть дефициты, и возвращается энергия, пропадает тревожность, усталость, потому что это не в голове, это в биохимии нашего тела. Но есть один очень важный момент. Генетика – это ваш потенциал, а текущие анализы крови, которые мы обязательно сдаем, это биохимия, общий анализ крови, это ваша текущая реальность. У тебя может быть мутация, про которую мы сегодня уже говорили, MTHFR, но при этом фолаты в норме, B12 в норме, гомоцистеин в норме. Это говорит о том, что генетика не реализована, она не активна, а значит, все работает. А может быть все наоборот, в генах нет какой-то значимой мутации, тем не менее гомоцистеин 15, ты в хроническом стрессе, питаешься на бегу, дефицит B12, плохая перевариваемость в ЖКТ. Итог, конечно же, усталость, плаксивость, непроходящая анемия, возможно, проблемы с зачатием. Поэтому мы всегда начинаем с базовых анализов. Это проще, это намного дешевле и уже показывает, что происходит в твоем организме прямо сейчас. Если ты реально хочешь разобраться в себе, не нужно сразу бежать
начать сдавать дорогущую генетику. Сначала сдаем простые анализы, которые покажут, как работает твоя система уже сейчас, вот в данный конкретный момент. Я сделала для тебя чек-лист с самыми топовыми анализами для проверки всех систем организма. Досмотри, пожалуйста, видео до конца, и я тебе расскажу, как его получить. И важный момент, который мы сейчас разберем. Кому действительно нужно бежать сдавать генетику как можно скорее? Генетическое тестирование становится особо необходимо, когда ты планируешь коррекцию на какую-то долговременную перспективу. Например, ты хочешь узнать, есть ли у тебя риск деменции, тромбозов, либо, как в моем случае, онкологии. Потому что у меня все женщины по папиной линии болели онкозаболеваниями. Конечно же, я хочу избежать такой истории, поэтому я иду, сдаю генетику и беру себе расшифровку генетика с той точки зрения, что какие гены могут приводить вот к такой истории родовой, что у всех онко. Соответственно, я это профилактирую сильно заранее. Это первый вариант, когда генетику нужно сдавать. Второе. Если ты уже поработала с хорошим специалистом по своим текущим анализам, вот реально классным специалистом, не в поликлинике, не в какой-то платной клинике, потому что зачастую они тоже не очень качественно читают анализы, а вот со специалистом, в котором ты уверена, ты поработала над анализами, там вроде бы все супер, а самочувствие у тебя все еще не супер. Тогда можно копнуть дальше в генетику, и тут этот же специалист может тебе подсказать, что сдать. Потому что бывает действительно такое, что гены включенные, они не дают нам похудеть. Просто нужен определенный конкретный подход. И тогда человек начинает худеть. Либо не дают избавиться там от каких-то вредных привычек. Тоже такое может быть. В таком случае генетический тест обязателен. Также можно сдать генетический тест, когда ты только начинаешь работу со своим организмом, для того, чтобы узнать, какие тебе больше подходят витамины, что тебе больше подходит из спорта, какой ты метаболизатор, быстрый или медленный. Эти все процессы ты тоже можешь узнать, но опять же, для нас всегда первичны именно анализы текущего состояния, то есть анализы крови по той панели, которую я тебе выдам в конце этого видео. Генетика — это дополнительные пазлы в твое знание о себе. Например, если у тебя кофе вызывает бессонницу, тремор, тахикардию, раздражительность, есть вариант просто его не пить. Хороший вариант. Но и есть второй вариант. Например, сдать генетику и узнать, что у тебя мутация в гене CYP1A2. И плохо работает фермент, который нарушает метаболизм кофеина. И поэтому кофе у тебя вызывает вот эти состояния. Итак, как же действовать, если ты все-таки сдал генетический анализ? Первое, что самое главное, это не пугайся, если ты видишь слово мутация. Это не значит, что у тебя какая-то болезнь. Это просто сигнал о том, что вот здесь, конкретно здесь, нужна поддержка. Что необходимо сделать? Во-первых, проще всего, конечно, найти хорошего специалиста-генетика, который сделает полноценный разбор, обычно это от 100 до 200 страниц твоего анализа, и распишет тебе всевозможные риски, как их компенсировать, как себя поддерживать, как себе помогать. Обязательно этот специалист должен сопоставить генетику с вашими текущими анализами реального текущего состояния, посмотреть, работают ли гены, или они не активны, они выключены, подобрать питание, режим дня, режим тренировок, витамины под вашу конкретную ситуацию. И вам важно наблюдать динамику. Изменилось ли что-то от введения конкретных препаратов, изменения образа жизни и питания или нет? Это очень важно. Генетика — это наша инструкция. Но чтобы реально управлять нашей системой, нужна панель управления. А это и есть анализы текущего состояния. Если тебя интересует, как поработать со своим организмом без врачей, без дополнительных специалистов, то сделать уже сейчас, чтобы изменить ситуацию к лучшему, переходи к моему видео. Ссылочку на него я оставила под этим видео. Оно называется «Как вернуть себе здоровье за короткие сроки, если убивал его годами». Я там дала пошаговую систему, как реально самостоятельно вернуть себе здоровье, если 20, 30, 40 лет ты его расходовал, особо о нем не думал и не заботился о нем качественными методами. Как вернуть себе вот это потерянное здоровье и еще его и приумножить. Поэтому переходи, обязательно смотри это видео. Более того, чтобы тебе лично не тратить свое время и не собирать все это по кусочкам, я создала большую базу знаний. Это твой личный путеводитель по организму. Что ты получишь? Во-первых, полный список симптомов, где уже без анализов практически все станет ясно. Чек-листы, какие анализы сдавать, в каком возрасте, кому, при каких проблемах и так далее. Как сдавать. Расшифровки всех используемых анализов, самых популярных. То есть более 300 анализов собраны с расшифровками для пола, для определенного возраста, для определенного веса, собраны все превентивные нормы. Схемы коррекции, что делать, если есть отклонения. Информация по мутациям.
И главное, это алгоритм от симптома к анализу и к действию. Это не теория, это система, которая уже помогает женщинам вернуть свое здоровье, улучшить самочувствие, убрать тревожность, убрать ПМС, убрать болезненные месячные, наконец-то зачать и родить здорового ребенка, вернуть спокойный сон детям и матерям и многое-многое другое. Ты можешь годами пытаться починить себя методами, которые не работают. Или ты можешь наконец-то понять, как ты устроена, что происходит у тебя в теле и что конкретно с этим делать. Под видео я оставлю ссылочку на регистрацию в лист предзаписи базы знаний. Там ты как раз найдешь конспект данного видео со всеми нюансами и наши чек-листы по анализам, про которые я говорила в этом видео. Спасибо, что досмотрела это видео. Надеюсь, тебе оно было полезным и раскрыло тему, нужно ли вообще сдавать генетику, что это такое, что с ней делать и как это работает. Подпишись, чтобы не пропустить следующее классное видео. У нас будет еще много интересных тем. И обязательно комментируй, задавай вопросы, потому что это помогает мне выбрать следующую тему для большого такого обзорного интересного видео.